Всем привет! Добро пожаловать на мой канал. Сегодня у меня новый хобби-влог. Кому интересно, оставайтесь со мной, приятного вам просмотра. Предыдущие два влога за 1 и 2 число были, конечно же, сняты пораньше, так как я понимала, что и подготовка к Новому году и все дела, поэтому я их отсняла пораньше. Ну, а этот влог уже снимается 1 января, так что всех с Новым годом. Надеюсь, что вы хорошо отметили этот праздник. Я, в общем-то, отметила вполне хорошо, так как себе представляла, погуляла в парке. Вот, в общем, буду сейчас раскрашивать волшебные миры. Мы здесь, в общем, красим с Оксаной. Ссылка на канал Оксаны всегда в конечной заставке. Но, правда, в этом месяце мы еще не договорились, что раскрашиваем. И я выбрала вот эту вот иллюстрацию на страничке 5. Даже если Оксана выберет что-то другое, это все равно будет совместное раскрашивание. И контур я уже подготовила, чтобы можно было раскрашивать на камеру. Вот. И возвращаясь к новогодним праздникам, я, в общем, планировала погулять в парке. Так, в общем-то, и сделала. Конечно, не все удалось, но, знаете, я и не стала прям уж так до конца пробивать все, что я хотела, потому как раз идея... Сначала у меня было желание там упереться, успеть все, но потом я так села, задумалась, что я ведь именно от этого-то и ухожу, так сказать, да, от того, чтобы, вот, как многие люди, из последних сил готовятся, и потом уже, допустим, к праздничному столу садятся уставшие, уже ничего не хотят. Вот именно от этого я и пыталась отойти, и, в общем, слава богу, мне это удалось. Поэтому... Да, не все получилось. Я планировала сделать много выпечки, но, правда, не с целью, чтобы потом сесть и все это слопать, да. Просто я очень люблю готовить, мне это нравится. И я думала, что вот приготовить что-то, напечь, но в итоге из всего я сделала только имбирные печеньки, что тоже хорошо. Я еще буду имбирные печеньки делать, потому что мне понравилась идея дарить их, угощать. Это очень здорово. И, в общем-то, я хотела весь день гулять в парке, но тоже не вышло. Но то, как вышло, в целом меня устраивает. Я, правда, в этот день... Я за день до этого, когда там убиралась, у меня, сначала то, что я там за день съела, у меня даже на минималку, по-моему, не вышло. У меня 1500, и я для себя 1200 определила калорий. И я вообще, может быть, в лучшем случае на 1200 съела, потом... Может быть, еще чуть-чуть, но до 1500 не дотянула. А вчера, я думала, что если я там какие вкусняшки себе позволю, то 1500 я точно наберу. Нет, я не набрала вообще. У меня получилось всего лишь съедено на 800 калорий. Это непозволительно мало. Причем у меня был утром пирожок с яблоком. Днем была рафаэлка одна, а на прогулке 2 имбирных печенья было съедено. Вот. Но я так и не набрала, потому что я еще планировала хотя бы прийти гречку с рыбой поесть. Но я так устала, именно надышалась воздухом, нагулялась, хотя я прошла немного. Для меня это немного, всего там 13 или 14 километров, это мало.
учитывая то, что я шла быстро, и это было уже буквально за несколько часов, то это даже достаточно, потому что расход калорий, например, идет от чем быстрее, тем больше расход. Хотя в моем случае немножко по-другому, так как у меня недостаток веса, чтобы у меня калории хорошо сжигались, мне нужно чередовать высокую нагрузку с низкой. Ну вот, ну в общем в итоге я надышалась, нагулялась и пришла, приняла душ, как раз подружка зашла забрать подарки для своих дочек, которые она у меня спрятала. Ну, мы потрепались, и вот, и я легла спать. Так что в целом я довольна. Меня хоть, конечно, пытались, вот мой друг, например, пытался уговорить, чтобы я отметила именно как положено, но у меня всегда на вот эту фразу «положено», «надо», я всегда спрашиваю, а кем положено? Ну, то есть, я считаю, что каждый вот как хочет, как ему приятно, так и должен отмечать. Я вообще считаю именно за то, чтобы люди всегда вот задумывались, а как они реально хотят отметить. Потому что очень многие даже, сказать, отмечают именно не так, как охота, а так, как кто-то когда-то решил. Вот. Ну, в общем, я к тому, что я вам желаю, чтобы вы всегда именно делали то, что хотите. Потому что если это не вредит другим, не доставляет другим проблем, неудобств, то это хорошо. Я, правда, вчера ни разу елку даже не зажгла, но вот я сегодня утром на велотренажере занималась и зажгла елку. Не, ну новогодние праздники-то не один день длятся, может, я еще посижу с елочкой. Может быть, сегодня вечером буду, она у меня же стоит в балетном зале, буду делать растяжку, и как раз-таки такой будет релакс. У меня даже была мысль сразу 1 числа разобрать ее, ну, с другой стороны, зачем? Она особо мне не мешает. А вот это фломастеры у меня Мазари Little Pirate, вроде как, хорошие. Такие мягкие. Здесь они как-то не скатывают особо бумагу, скользят гладко. Но это все от бумаги только зависит. У нас по ходу дела теплеет. Ну, у нас и вчера было, не сказать, чтоб холодно. Но я смотрю, снег падает с крыши. Потому что, ну, балкон застекленный, и слышно, когда снег падает. Довольно-таки сильно. Но ушастик в этот раз спокойно все это перенес. Нет, ну ему было не очень приятно, но он так это адекватно перенес. Я постаралась его побаловать максимально, порадовать. Много с ним общалась. Он это очень любит, потому что он пес. Знаете, у меня вот все, кто меня в реальной жизни знает, и кто знает ушастика, да, все говорят, что это такой уникальный пес, который почти человек, и у него даже вот, знаете, глаза человеческие. Такое впечатление, что в собачьей шкуре спрятался человек. Вот он иногда сидит, он может задуматься о чем-то.
Поэтому, а я такая хозяйка плохая, что я ему мало уделяю время. Конечно, вот, а вчера я с ним очень много разговаривала, так что в целом на него это повлияло, и он довольно адекватно воспринял все эти взрывы, всю эту пальбу. Я вот раньше никогда в Новый год, там, да, когда именно уже начинали петарды взрывать, я никогда не гуляла. И поэтому удивлялась, думаю, что собаки боятся, там еще что-то. А вот когда вчера я оказалась в парке, именно прям вот идешь по дорожке, даже не всегда соображаешь, что впереди тебя уже сейчас будут что-то взрывать. И вы знаете, ну да, конечно, это очень красиво, но это стрёмно, реально стрёмно. Потому что и звуки сильные у меня аж прям в голове отдавало. Так, я что-то увлеклась одним цветом. Вот столько у меня раскрашено. Ну, в общем-то, с удовольствием как-то пошел процесс. Мне вообще нравятся эти раскраски, и за декабрь, когда я вроде бы и все планы выполнила, и даже перевыполнила, но как-то вот мне не хватало вот этого вот, знаете, как раньше сядешь и красишь себе спокойно. Вечно была какая-то беготня, а в данном случае вот сейчас сижу, расслабляюсь, прям огромное удовольствие. Только вот это надо закрасить. Ну и, наверное, приступлю к чему-то еще, может быть, карандашному или акварельному, конечно же, покажу вам. Я еще раскрасила тут глаза. Нос, конечно, как-то очень грубо получился, но как есть. С обратной стороны, в общем-то, ничего не протекает. Практически так, пара точек в основном просвечивает. Я достала раскраску Ханны Карлсон «Заколдованный лес» и буду красить вот эту иллюстрацию. Вообще я здесь изначально планировала все раскрашивать по порядку. Вот. И у меня тут получается разворот. А дальше пропущено. Именно потому, что в том месяце я доделывала вот эту иллюстрацию, так как перед этим, я рассказывала, я красила ту девушку. И поскольку там валялась в кровати и раскрашивала, у меня были только оранжевые карандаши, и я заодно сделала вот эту, в общем, волосы и листья. Ну и поэтому пришлось в декабре красить именно это. Ну и я подумала, пусть тогда уже будет раскрашен гриб в этом месяце, а дальше уже займусь тем разворотом. Так что я сейчас достану какую-нибудь канцелярию, но в принципе тут вот у меня вот эти Брауберг лежат, можно ими и пораскрашивать, они хорошие. Тут как раз два красных. Потом, если чего-то будет не доставать, возьму, может быть, из этой коробки или, короче, найду чем пораскрашивать. Тем более грибы-то я красить люблю. Вот и займусь. Приступим. Мне казалось, что новый набор, который брутфунеры квадратные, я прям так и буду ими постоянно красить. Но вот нет же. А вот что я понять не могу, так это почему у меня вот здесь вот желтое. Неужели я как-то рукой задела? Ладно, это я сейчас все сотру ластиком. Я буду вот эти вот пятнышки
скорее всего, да, закрашивать, потому что потом пройдусь корректором. Так будет значительно удобнее. Параллельно мне сообщения приходят в WhatsApp, читаю. Ну так, заглядываю, потом отвечу. Не, карандашики очень хорошие. Прям вообще супер. Ну, я просто вот эти белые пятна обходила, а сейчас думаю, ну а смысл какой? Их проще потом сверху корректором пройтись и нормально. Я по первости только с мелкими всякими точками так обходилась, но сейчас я думаю вообще так нормально. Сейчас возьму еще темный карандаш. Понятное дело, что тут будет несколько слоев. В общем, сегодня у меня прям такой расслабончик. Не, ну, по идее, надо, если уже расслабончик, то на камеру надо только всякие включения делать. Это уже совсем был бы расслабон. Ну, видео все-таки поважнее. И раскрашивание на камеру смотрят, любят, поэтому все для вас. Да, у нас прям оттепель какая-то. Значит, будет грязь, а потом все, скорее всего, опять замерзнет. Все как всегда. Ну вот сейчас вот по мне лучше пусть будет снежок. Ну так, чтоб не холодно. Здесь надо, сейчас я либо более светлым красным все это подправлю, или уже блендером придется. Потому что тут большое пространство, и надо было медленнее мне закрашивать, чтобы все получилось аккуратнее. Ну ладно, это все поправимо. Ну-ка. Сейчас все подправлю. Все будет в лучшем виде. Корректор на большие пятнышки буду фиксовский этот блокнот марку использовать. А так, где нужно помельче, поаккуратнее, это уже Берлинга. Ну, я тоже в фиксе брала. Я уже и в запас приобрела, чтобы были эти корректоры. Ну, вот так вот поровнее уже получается. Отлично.
Я вчера, когда в парке гуляла, очень было необычно, знаете, то, что выпившие люди были. Но обычно там такого не бывает. То есть, в принципе, летом иногда могут выпить, но это все культурно, с бокальчиками, со всем прочим. А вчера прям, ну, понятно, праздник, но так удивительно. Честно, я думала, там такого не будет. Но все как и везде. Новый год, новогодние праздники, видимо, людей очень сильно уравнивают. Но, с другой стороны, знаете, мне было очень приятно также увидеть, что для многих, как и для меня, например, да, праздники – это как бы не повод отказываться от спорта. И я вот гуляла вечером, и пусть не такое большое количество людей, но все же были те, кто занимался спортом, бегал. Обычно-то там даже, ну и зимой, в том числе, много людей, кто и утром, и днем, и вечером там бегают. Вот. В этот раз, конечно, было меньше народу, кто-то дал себе возможность отдохнуть, но я видела, что как минимум одна, а то и несколько девушек так серьезненько бегали. Это очень приятно. Так, ну вот этот вот, по-моему, такой темный. Взяла еще от мастер-класс вот «Белые ночи». Сейчас посмотрим. Вот он, несмотря на то, что во всей линейке он вроде как, ну вот здесь заявлен потемней, а на деле он такой светленький. И будет хорошо с этим сочетаться, хотя рубашки у них почти похожи. Номера отличаются. У Брауберг это 54-й, а у Белых ночей 91-й. Но они и сами по себе разные. Листочки мне, правда, эти не очень нравятся. Вот эти. Ну, как-то лучше бы пореалистичнее было бы. Ладно, какие есть, такие раскрашу. Ну, вот этот, конечно, «Белые ночи» вообще так мягко ложатся. Еще более мягко. Точнее, я бы сказала, ровно, что ли. Так. Вот здесь нанесу. Светло-серый. Так. Потемнее. Ну, мне так хочется. Немножко здесь. И сейчас я еще возьму лавандово-серый. Мне очень нравится это сочетание. Но лавандово-серый у меня есть от, ну, в общем, Брутфунеры, а есть еще Дервенты. Вот в Дервентах я сейчас и возьму себе. Ну, потому что искать будет проще.
поближе. Вот он у меня. Так, ну, точить вроде пока, может быть, и обойдется. Обычно я для грибов беру один серый, вот, например, вот этот «Белые ночи», и лавандово-серый. А тут, видите, 3 карандаша сочетаю. Ну, для разнообразия. Так. Немножко еще серого. Ну, я думаю, лавандовый можно немножко еще вот здесь где-нибудь добавить. Самую-самую малость. Но в этом есть смысл. Хорошо смотрится. Надеюсь. А вот еще здесь пропустила. Как-то так. Может быть, еще немножко затемню. Так. И лаванды. Наверное, вот здесь еще можно добавить. И светлым пройтись. Вот здесь еще темный. Ну, как мне кажется, он здесь должен быть. Ну, как-то так. Достала вот Берлинга и блокнот. Ну вот блокнот, у него даже шарик как бы там есть, но он не всегда срабатывает. Вот там вот, ой, вот по звуку даже шарика не слышно. Он в какой-то момент начинает срабатывать, но не всякий раз. И прям там все очень жидкое. Ну, сейчас это все, видите, как будет выливаться. Не, ну я уже так немножко приноровилась. Можно вот так подрастянуть. Ну и получается как-то получше, чем если обвести ручкой и белое оставить. Так-то получше. Поестественнее, что ли. Но вообще я предпочитаю не растягивать вот эту каплю, а пожирнее наносить, потому что получается, знаете, более фактурная. Ну и, в общем, на мой как бы взгляд, на мой вкус, мне так нравится больше. Ну и здесь тоже. Здесь, наверное, надо еще, потому что черный не до конца перекрыла. Удобная штука. А вот сейчас было прекрасно. Он стал делать капли. И сейчас надо взять салфетку. И дальше шарик, так я слышу, плюх. Вообще шикарно. Взяла вот влажные салфетки. Вообще все попачкано. И еще неизвестно, что тут будет. Ладно, я сейчас со стола вытру.
Слушайте, он еще так засыхает быстро. И тут все уляпано. Кошмар. Ну вот поэтому, да, в этом плане Берлинга получше, но там есть свой. Блин, да что ж такое, а? Надо быстро все стереть. У Берлинга, наоборот, он как-то подсыхает быстрее. Я вот думаю, что с этим делать? Засохнет или не засохнет? Взять, наверное, может быть, ватные палочки. А вот он засыхает, но я боюсь, что он будет липким. Такой слой. Все-таки нужно немножечко промокнуть. Да, лучше промокнуть, а с обратной стороны, слава богу, ничего не протекло. Ну, хоть какой-то бонус. В общем, что случилось с корректором, непонятно. В общем, будьте аккуратнее. Так, вроде пока ничего не капает лишнее. Да. Ну, теперь буду знать. У меня вообще, по-моему, впервые такое. На какой-то бумаге это может быть критично. Ну, здесь, видите, бумага в этом плане хороша. Для маленьких грибочков я взяла... Ой, а здесь же еще, смотрите, такое большое, даже не заметила. Я взяла «Белые ночи», 19 номер. Так. Хотя они вроде как и похожи. Не, ну они и по нанесению похожи, и по цвету. И все-таки чем-то отличаются. Но это и к лучшему. Короче, тоже вот так все закрашу. И потом добавлю чего-нибудь темного. Но здесь мне кажется, что я для разнообразия добавлю какой-нибудь коричневый. Может быть, вот такой, который немножечко уходит в красноту. Если не подойдет, возьму какой-то еще коричневый. Там может сепия, что-нибудь в этом роде. Ну, чтобы контраст был. Здесь четко будет только серый и лавандовый. Ну, тут, наверное... А тут, наверное, тоже. Хотя они как бы и большие. И здесь я постараюсь из-за звездочек все-таки обойти. Вот это плохо. Очень плохо, что здесь вот эти звездочки. Лично мне они прям край как мешают. А с другой стороны можно взять, например, гелевую ручку. И звезды сделать такими же, допустим, в цвет красными, замазать. Тоже вариант. Я сейчас взяла ручки с ультраблеском из Fix Price и также из этого магазина аутлайнеры. Звездочки я вот раскрасила с ультраблеском. И поскольку они не перекрыли черный контур, я добавила аутлайнеры. И так интересно тут вообще все происходит.
ручки с ультраблеском. Значит, звездочки же у меня, я их не закрашивала, они были белые. А сейчас, когда я смотрю, такое впечатление, я даже на какой-то момент забыла, что они были белые. Потому что вот я сейчас присматриваюсь, там явно красный цвет. И блесточки. И аутлайнеры, которые на другой бумаге, как правило, полностью становились серебряными, здесь вот и ни под каким ракурсом по-другому не было видно. Тут вот я вижу, что они такие розоватые. Очень интересный эффект. В общем, здорово. Ой, а у меня получается даже маникюр в цвет раскраски. Ну, прикольно. Фотку надо будет сделать. Красиво получается. Единственное, что вот я сейчас думаю, здесь-то я, наверное, хочу сделать фон, а тут фон не предполагается. Мне и так хорошо. Будет выбиваться, но а с другой стороны разные иллюстрации. Почему нет? Сейчас я буду раскрашивать мыша. Или кто это? Мышь, наверное. Но я еще вот здесь не затемнила. Но затемнять я буду уже, когда будет фон, ну, когда все будет закрашено. Но результат я уже покажу в конце месяца. Если данное видео понравилось, ставьте лайк, подписывайтесь на мой канал. Заходите в Инстаграм 37 рыжая 38. Благодарю вас за просмотр. Желаю здоровья, настроения, вдохновения, уютных раскрашивательных вечеров, теплых, уютных праздников. До скорой встречи. Всем пока-пока.